Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, освящение душой. В данной теме я показываю, каким образом следует позицию освящения как элемент действия рассматривать с точки зрения макродоступа, то есть умение свет души перенести на уровень частного события. Это значит все-таки макродоступ, потому что душа присутствует везде. И этот доступ сделать личностным, то есть уметь делать таким образом, чтобы вы могли свое личное действие, например, в любом времени, в любом пространстве, делать таким, чтобы любое ваше действие было и частным, и одновременно бесконечным, то есть всеобщим. И тогда получается, что вы можете свою структуру управления, любую в этом действии, обнаружить как в макросистеме, так и в личном уровне действия, делая обычные дела практически. И вот этот уровень света души, который находится фактически перед вами, да, зачастую, то есть речь идет о том, что мы можем говорить о внешнем пространстве души, которое возле человека. И тогда получается, что мы можем, например, распространив это пространство, то есть свет, специфически именно свет, касающийся только души и являющийся светом души, свет, который касается, это свет внешний, а свет, который является, это свет самой души. И поэтому здесь есть уровень соприкосновения, который дает уже третий уровень света. То есть свет души, он на самом деле многоуровневый, многоликий свет, который имеет статус и бесконечности в бесконечном удалении, так и приближенный свет, который находится, например, в данной точке или, например, находится возле вас. Поэтому, распространяя свет души, например, возле себя, вы можете делать пространство гармоничным, всеобщим. И получается, что задача состоит в том, чтобы именно вот это освещение, умение свет вынести в структуру внешнего пространства, рассматривать все-таки как действие изначальное, то есть что это действие уже было. Вот что действие, которое вы делаете, это действие, которое изначально существует. Когда вы понимаете вот этот статус своей души, что душа встречает в своем мире в этом уровне света, так скажем, где душа воспроизводит свет, в первом плане только то, что уже существует. Вот. Это важный аспект деятельности, так скажем, в управлении, потому что с точки зрения Бога, Бог тоже встречает то, что существует при дальнейшем просмотре. Он же сначала делает, а потом к этому же приходит на уровне личностного плана управления. То есть его управление фактически это следование себе получается. А душа по аналогии устроена таким образом, что мы, когда рассматриваем первичную позицию именно света души, то это действие, которое уже произошло фактически, которое существует во всеобщем статусе мира. И получается, что мы можем этим действием очень просто, например, возвращать людей в норму, да, когда у них есть проблемы, с точки зрения, предположим, неких заболеваний. Если заболеваний нет, то нормировать какие-то ситуации достаточно только ввести структуру управления именно в то, что именно визуализируется как свет души. Здесь важно увидеть то, что вы видите именно свет души, то есть именно продифференцировать. Как только вы некое такое своеобразное поле души возле себя начинаете воспринимать, в этой области фактически нормируется событие. И возникает тогда вопрос в следующем. Если вы, например, рассматриваете какого-то человека, который возле вас, например, находится, да, проблем нет, достаточно физически распространить этот свет, и вы нормируете действия вокруг человека и, в общем-то, выравниваете какие-то процессы именно с точки зрения нормы, улучшаете здоровье и так далее. А когда, например, речь идет о человеке, который отдален, то в этом случае технология следующая. Душа, вот именно ваша душа, в данном случае надо, кстати, работать, получается, исключительно душой. То есть душа работает логически, то есть душа работает как ум фактически. И когда вы начинаете переводить структуру в некое бесконечное действие, то есть чтобы оказать помощь какому-то человеку в следующем времени или в пространстве, необходимо сделать таким образом, чтобы другой человек воспринимал то, что вы воспринимаете сейчас, точно так же, как вы воспринимаете. Такая простая формула. Тогда, получается, он воспринимает действие, которое несет спасение. Вот, например, если воспринимать то, что воспринимает Бог, например, да, в данный момент, то получается, что мы спасены, то есть действие происходит спасение, потому что это одинаково, однотипное действие, это
действие фактически по воле Божией. Восприятие Бога – это есть действие Бога, в душевном понимании, именно душой. Кстати, это можно понять душой, кстати, вот как раз таки. Есть вещи, которые понимаются только душой. И вот когда вы рассматриваете структуру понятия душой, то по аналогии с тем, как делает Бог, например, как Бог мыслит, да, вот если вот такой вопрос поставить, то получается, что именно развитие его души, вот в отличие от человека, Бог может, получается, что делать таким образом, что его действие, любое его действие, это событие действия, то есть как бы он все время находится в динамике, вот нет статичных объектов, он все время производит с точки зрения логики развития любую структуру, потому что он создает всю реальность вокруг структуры, саму структуру. И вот когда мы входим в структуру именно реальности, что из себя представляет тогда эта реальность изначально для Бога, которую вот он создает, вот для него как бы не существует, да, можно так сказать, какой-то системы. Значит, если мы говорим о новом объекте, объект создается с точки зрения именно человеческого восприятия, и тогда как будто бы создан объект. Но ведь то, что не существует, он тоже создал. Вот получается, человеческое восприятие, чтобы распространить так, чтобы восприятие было так, как мыслит Бог, получается, что здесь нужно просто-навсего технически создавать ту часть, которая как бы не существует. И получается здесь вопрос именно во внешнем управлении. То есть вопрос в том, что все внешнее следует создать тогда. А логически самый простой вариант это просто как бы и самый простой вариант такого создания это следствие объекта из всего внешнего. То есть объект как бы растет из всей системы информации всего внешнего мира. Ну, как некий там кристалл, так схематично можно отразить, что он базируется на всем, что касается предшествующего роста, например, если так вот рассмотреть процесс. Хотя часто кристаллы, конечно, физически растут автономно. Но, например, если мы рассматриваем так процесс, то совершенно понятно, что душа всегда как бы самодиагностируется, она всегда себя видит. Вот я к тому привожу, чтобы увидеть этот цвет души, как он вообще выглядит для человека. Где этот, ну, как бы глаз, да, где эта точка зрения, которая позволяет выделить именно свет души, где этот фрагмент сознания. Получается, этот фрагмент находится именно в удаленном, как бы бесконечном действии, где душа воспринимает исключительно себя. И когда душа себя воспринимает, а в душе любые процессы, они бесконечные, они, вообще говоря, не противоречивы с точки зрения именно бесконечного развития. И тогда получается, что здесь видны системы знаний, действий, причем те системы, которые дает сама душа. То есть это элемент самопознания, который заложен в человеке. Да? То есть человек себя познает и входит во внутреннюю уже систему, то есть внутреннее освещение, внутренний свет и освещение душой как бы самого себя получается. Тогда видно, что если вы освещаете себя, это уже труд, как бы получается с точки зрения логики более длительный как бы по времени. Да? Вот если задаться вопросом, откуда вообще берется время, с точки зрения, например, материи. Мы, если посчитаем, что время это материя, тогда как из души нужно выработать время? Значит, нужно тогда, получается, просто на все посмотреть на себя, определить, где действие души, как бы находиться перед встречным действием, находиться до действия, упряжать действие. То есть прогнозная система в данном случае в том, что будущее существует, ну, там, например, полезное для вас, вы ставите структуру события, восприятия до какого-то импульса, до импульса вашего действия, и видите это действие, как оно приближается, ну, к вашему фрагменту сознания в будущем. Самый простой элемент действия, да, вы все время отдаляете это будущее, как некие там две резинки, которые вытягиваются, и будущее начинает как бы напрягаться. Не само будущее, а именно вот как бы структура управления. Тогда получается понятно, почему при развитии возникает материальный мир. Дальнейшее развитие действия Бога должно было привести, получается, к материальному миру с точки зрения тех законов, которые Бог, да, показал здесь. И исходя из этого, значит, в этом, я имею в виду, материальном мире, мы должны видеть структуру таким образом, что вот это вот напряжение, которое вырастает, приводит к осуществлению именно физического объекта. Чем дальше мы распространяем свет души по самопознанию, тем больше возникает физических объектов. И исходя из этого мы получаем, что когда мы работаем, например, там, по излечению человека, я показываю часто, что, вот, например, работать нужно где-то конкретно, там,
конкретной области, то здесь нужно рассматривать все-таки еще вот этот процесс действия света души, именно освещения. Внутренний свет души, он имеет бесконечный статус, и чем дальше, тем больше физических объектов возникает. Почему так цивилизация развивается, получается, с точки зрения души? Увеличивается количество людей, объектов и так далее. И когда мы рассматриваем управление таким образом, ведь логически можно было допустить, что существует определенная система, понятно, что человек развивается интеллектуально, значит, тем не менее, здесь вот именно статус бесконечного развития, который выражен в действии души, является определяющим. То есть свет души, он постоянно расширяется, получается. Он образовывает следующие системы событий. Если мы рассматриваем процесс, как вообще системы событий связаны друг с другом, каким образом каждое событие участвует в любом другом. Это же тоже какой-то механизм должен быть во всех этих процессах. Получается, что с точки зрения именно освещения душой, действия светом души фактически, элементом света души, мы видим, что участие это есть достаточно, в общем-то, сложный технологический путь, так скажем, который проходит душа в структуре конструированного света, фактически именно конструированного света. Там, где реальность, как бы, она счепляется или там входит в единую точку, как бы, да, то есть именно где есть многофакторная система управления восприятием. Вот, например, как можно знать там обо всем авиационном поле или о всех самолетах сразу, да, которые там находятся в авиакомпании, например, 70 самолетов. Как можно в одной точке про них все знать сразу? Если знать, например, словами, тогда получается, что надо проговаривать в частностях. Это уже рассеянная информация. А ведь можно знать по-другому, можно знать сразу о них, но знать в области как бы максимальной концентрации. И, кстати, так часто происходит лечение сложных заболеваний, когда есть знание, есть действие, но нет определения структуры. Почему вот именно частности, да? Почему нет? Потому что нет фиксации информации, и дополнительно еще идет скорость по управлению заболеванием излечивать, потому что вы постоянно находитесь в более жесткой фазе, более концентрированной фазе управления. То есть диагноз, который вы расформируете, не успевает сформироваться в этой реальности. И вы, постоянно опережая, уже потом в результате имеете спущенную структуру на физическое тело, как здоровье, например. Да? То есть, опять-таки, отдаление, чем дальше вы отдаляетесь, тем более здоровое тело получаете, чем больше в управлении. Ну, фактически во время, чем больше вы делаете управление, тем, естественно, здоровее тело. То есть вопрос здоровья только во времени, значит, да? И если мы, или даже норма событий, не обязательно только здоровье. И если мы оттуда параметры времени спустим и хотим посмотреть, ну, как бы среду оптимизации, вообще, что нам нужно делать, чтобы так же, как происходит действие, например, макроуправления, чтобы получать какой-то, ну, некий график там, работы, скажем, да, для самого себя. То есть, если это кому-то нужно, например, именно так ставить вопрос, можно работать просто душой и видеть это в плане следующего действия событий, уже определяя всю концентрацию. Тогда здесь не стоит вопрос. Но если мы хотим разложить все по полочкам, то мы должны получить временную ось, как бы спланировать и получить некую структуру, что делать сейчас там, и так далее, и так далее. То есть проекционная система этого концентрированного света. Так вот, самый простой вариант — разложить это на события и, воспринимая события, просто естественно делать, что вы хотите. Как делает Бог? Он же воспринимает, то есть я беру и делаю управление таким образом, чтобы просто посмотреть на то, каким образом развивается реальность. То есть одновременно смотрится на структуру, и сами структурные системы событий, в общем-то, любые события являются системой действия. Там ничего придумывать не надо каких-то лишних там графиков строить и так далее, и так далее. То есть здесь получается, что именно как бы некая аппроксимация, наложение событий на физическую реальность и создание реальности — это и есть действие. И получается, что когда мы таким образом начинаем делать, то вот этот отдаленный концентрированный свет, о котором я сказал, который все более концентрируется при приближении к нему, да, с точки зрения логики, он начинает тогда уже приближаться, потому что вы его как бы, ну, в кавычках там, ну, как бы зацепили или там смогли ближе придвинуть к событиям, и события ближе к этому свету. И вот когда вы начинаете эту ткать, как бы ткань действия, когда бесконечные события, отдаленные от вас, это есть управляемая система, через, например, физические информационные события, которые приближены к вам, вот тогда вы четко оформляете все поле света души, того света, который делает душа.
Вот управлять, например, душой, так скажем, это часто рассмотреть свет, который она воспроизводит, потому что первичный уровень управления все равно душа для человека. И, значит, получается, человек как бы договаривается с самим собой внутри некой автономной системы. Вот. А душа — это бесконечная структура информации, и получается, как можно на нее повлиять, да, на собственную душу. То есть механизм, на самом деле, он достаточно прост. Достаточно просто как бы найти событие, которое требует внимания с точки зрения, например, спасения, душа сама ориентируется на действие. Следовательно, ну, не то что управлять, а как бы понимать действия души, а фактически управлять, да, структурой именно света души. Это есть ориентация и понимание, как вот идут эти лучи души. По аналогии с тем, как делает Бог, на ним, значит, здесь получается, если посмотреть, ну, некий такой как бы уровень света, что ли, на человеке, ну, назовем там некий нимб, да, над человеком, вот, скажем, есть определенное свечение. Вот если вот этот своеобразный нимб значит, распространить структуру с точки зрения света Бога, то видно, что свет именно неба этого и свет Бога, то есть свет свечения человека, верхний, то, что выходит как бы в пространство макродоступа. И свет Бога — это есть сочетание на уровне души Бога и человека, где душа Бога показывает, а душа человека учит. Получается, что если мы видим, что Бог показывает, и это и есть обучение, то есть то человек именно учит вот, действию. Учить — это значит действовать самостоятельно, а Бог показывает — это и есть обучение. Потому что вот понятие «учить» ну, в данной, именно в концентрированной системе управления. Ведь когда он показывает, он же дает и структуру обучения. Ну, вот это вот слипание информации, да, многофакторность информации. Если мы хотим пока как бы вот эту систему рассмотреть, мы должны как бы глазами фактически видеть вообще, что происходит, например, в теле человека, чтобы его там излечить. С точки зрения этой технологии мы должны просто как бы показывать кому-то, да, то есть фактически обучать, значит, с точки зрения человека. Значит, и когда мы начинаем вот эту систему делать, или там с точки зрения Бога идет действие, он смотрит и показывает, а человек тогда передает. Вот интеграция, да, человека с Богом состоит в том, что механизмы с точки зрения восприятия, вот действия, именно в быстром действии души по-разному определены. То есть Бог для себя, получается, определяет понятие по-другому, он по-другому слово составляет. И если вы начинаете понимать, как он ставит слово, да, и кладет его там для восприятия, то получается, что вы вполне можете тогда реализовывать там для большого количества людей управление, передавая вот эту структуру на уровне, например, ну, неких там макрособытий, то есть стараясь слово перевести через макродоступ, и тогда уже получается локальное слово, которое есть технология, то есть много слов. Значит, преодоление, некое управление этой концентрированной областью — это получение достаточно большого количества слов. Причем получение, по аналогии с тем, как мы воспринимаем развитие души с точки зрения оптики, это получение до события, до свечения. За этим свечением, получается, идут слова. Есть такое, да, мнение, что изначально слово было. И тогда получается, что когда мы приходим к структуре слова, которая, значит, находится именно вне структуры свечения, мы получаем управление светом, фактически управление тем светом, тем освещением, вот именно ну, некой чистотой, которая идет изначально от изначальной души, которая создана Богом. Чистота изначально, которая заложена Богом, она всегда сохраняется в человеке, там определенный уровень всегда существует. И если мы рассмотрим, как делать управление данным светом, да, или освященным даже уровнем души, освященным с точки зрения Бога, то получается это словесное управление как бы в первой фазе. Ну, например, там цифровое, некое выраженное управление, выраженное каким-то уровнем. Почему именно слово там или действие человека, то, что понимается другими. Вот здесь критерий этого действия, то, что понимается другими. Ну, возможно, это какие-то сигналы, знаки и так далее. Главное, чтобы это понималось другим человеком. Следовательно, основной уровень выхода на спектр своей души
и определение уже его не контуров просто, а как бы динамического действия, да, задач души. Получается то, что свет души, вот освещение, освещенная часть, да, и Богом, и свет от души, это есть структура понимания другими. Как только вы начинаете видеть, что хотя бы один элемент информации понимает, что вы делаете, там, начинаете распространять, там, например, структуру души на бесконечность, то вот здесь и есть как раз эта самая фактура, так скажем, материального понимания, именно бесконечного развития. Взаимопонимание, взаимопередача информации, взаимодействие. И вот эта вот структура взаимодействия, это и статус души, именно бесконечный свободный статус души. Статус души рождает реальность. То есть действия, вот эти многоликие, там, бесконечные действия происходят не потому, что происходит много движений там, внутри души, например, да, а потому что душа находится и попадает, когда себя становит именно в этом статусе, с собой как бы начинает синхронизироваться в восприятии человека, именно вот в этот статус бесконечного действия. То есть бесконечное действие все равно гарантирует человеку, что его невозможно уничтожить. В душе такие гарантии абсолютно четко заложены. И когда он начинает это понимать, отсюда сразу идет понимание вечности души. Вот следующий статус следующего света. Но здесь уже свет сознания. Понимание вечности – это свет сознания, это уже другой свет. Это не свет как таковой изначальной души. Я сейчас говорил сначала про изначальный свет души. Когда мы начинаем видеть уже свет сознания, мы видим, что сознание как бы приходящее. Вот, ну, часто творческие люди говорят, что вот от творческих процессов некая мысль пришла. Откуда-то там извне, да? Но если вот это внешнее пространство проанализировать, вообще если взять за некое правило, периодически анализировать источник информации, то или там постоянно кто хочет. Здесь получается, что видно, что именно взаимодействие, как бы окончание некого такого физического, контакт с физическим миром, даже так можно сказать, между душой, изначально глубиной как бы души, и физическим миром означает вот этот уровень как бы следующего действия. То есть именно этот контакт, он и определяет фактически вот эту позицию, ну как бы преддействия, которое вы получаете здесь, там, ближе к себе, да, ближе к физическому телу. И вы получаете именно такую позицию, что ее распознать, например, можно неким дискретным действием. То есть вы, предположим, начинаете делать управление, потом с этого управления переходите на структуру следующего действия, а потом начинаете познавать предшествующее управление. То есть уровень такого как бы многогранного взаимодействия, который позволяет распознать, что вот этот элемент света сознания, который приходит к вам, что он может быть управляем, например, с точки зрения того, что управление это бесконечный фактор, и вы всегда управление это достигнет, да? Ну, некий постулат. То есть внешний элемент сознания все равно будет управляем. То есть можно, например, на него как бы не обращать особого внимания, все равно он под контроль к вам попадет в процессе бесконечного обмена информацией. А почему вы управляете? Потому что статус души вам понятен в этой точке. Из взаимодействия души и физического мира происходит действие сознания, не внешняя мысль. Поэтому система дискретных действий, которая возвращает этот элемент обратно, это просто-навсего показать, что бы вы ни делали, элемент сознания все равно будет как бы объективизирован, по крайней мере, в первом уровне восприятия всегда точно. Ну вот почему вот иногда стараются взять там первичные ответы и считается, что это вот бывает, что достоверная информация, первая волна. На самом деле, как именно управляющий уровень, где структура управления такова, что здесь часто надо затягивать там слово, затягивать звук, затягивать вообще само управление. Можно там, например, говорить много слов, а управление делать медленно, или наоборот. Говорить мало слов, а за это время осуществить там большое количество управляющих импульсов. Да? То есть в слове, как в некой настройке, заложена структура как бы скрытого такого следующего смысла управления. И получается, что здесь мы видим, что вот некий такой матричный, исходный там элемент сознания, который в некой бесконечной среде, где-то в удалении к вам возвращается уже с точки зрения познания реальности, содержит структуру вашей души, контактирующей с физическим миром. Ну, фактически где-то на уровне именно стыка с физическим миром. Вот если задуматься над тем вопросом, как
душа воспринимает структуру физического мира. Ну, тело физическое, понятно, что тоже часть души, имеется в виду как бы информационная часть души, та, которая проявлена в структуре мышления, то, значит, понятно, что опорной точкой, если является, например, тело, идут лучи там в мысли формы, да, в мысль, жесткая опорная система. Душа воспринимает внешнюю систему на достаточно жестком основании. Для нее, там, получается, единственной платформой является в действии тело человека, сам человек, да. И когда начинает душа действовать, кроме того, что, конечно, Бог является изначальным уровнем для души, но Бог — это создатель души. И когда аналогичность действия такая, что душа начинает с точки зрения вечного развития распознавать, где структура сознания, да, где вообще действие Создателя, Бога, и такая вот многофакторная система, она начинает организовывать именно ту систему, ту структуру мира, вот, которая называется вот именно действием человека фактически. То есть уровень действия человека, он другой, он отличается от уровня там, действия других элементов реальности. И получается, что уровень человека, он находится как бы во вневременной системе, потому что он завязан на слово, на взаимопередачу информации. И исходя из этого, мы вполне, естественно, можем контролировать, получается, все внешние события, потому что здесь, так же, как делает Бог, находится вне события. Здесь можно показать, с точки зрения именно света души, что человек -то тоже может находиться вне события. И хотя в событии принимают участие другие люди, тем не менее, с точки зрения именно макросозидания, он все равно тогда оказывает пользу всем людям, тогда он опять находится в зоне контроля. То есть он может управлять событием, потому что он его видит, например, да, управляющий сновидением, и принимает правильные логические решения, самый там как бы элементарный способ управления. А может просто управлять, потому что он прямым сигналом управляет, какими-то технологиями и так далее. И когда уже мы эту структуру понимаем, мы видим уже конструированный как бы телесный свет души внутри тела. Вот чем отличается свет души, который внутри тела? В чем разница? Там начинается некое такое золотистое свечение в определенной области, но там есть и другое. Ведь если мы рассматриваем тело именно как структуру, что ли, составляющую действия души, то есть тело как часть души, это в физическом понимании, а если мы рассматриваем задачи тела и души, что они едины, например, такую позицию ставим. Хотя на самом деле они действительно едины, из вечности души вытекает вечность тела физического. Просто мы, например, берем эту задачу, ставим логически. И ставим просто вот такой абстрактный пример, если взять. Значит, доказав или там распознав, или там постулировав то, что душа вечна, значит, мы можем поставить просто задачу. Каждый объект в информации обладает свойством передачи, да? Значит, душа может научить тело быть вечным, получается. Простая логическая задача. Как бы, вот как в младших классах средней школы, так скажем. Можно логически ее поставить. Значит, или вообще в любом возрасте. И получается, что если человек, который так задачу просто себе поставил, начинает ее реализовывать, то реализация также проста. То есть нужно всего лишь навсего следовать свету души. Маркером действия является свет. А что есть свет тела, да? Физического тела человека? Это его личное действие, некая информация, вот, которую он оставляет в физическом мире, там, в мышлении, в поступках. И очень простой вариант. Взять некий экран, так как в кинотеатре в большом. Именно представить его большим, чтобы туда там помещались большие объекты, спроецированы. И проецировать действие и души, как бы на эту плоскость, да, и стараться идти сначала вдоль вот этих контуров, чтобы физическое тело проецировало так же. Значит, получается, первый элемент найден, да, плоскостная проекция одинакова. Но плоскость — это не выражение всей системы, это просто проекция. Как в обычной там геометрии, надо вернуться на сам объект и стараться понять, ведь все-таки это геометрия света, по сути, и стараться понять, где тогда ракурс как бы всеобщности, а он именно в свечении, вот именно как бы в этих флюктациях, да, в самих как бы квантах этого света, если так
можно выразиться про эти оптические системы, которые воспринимает именно человек. Их тоже можно как квантовые системы распознать. Там только законы другие, там свет просто вытягивается по-другому, сразу в бесконечную фазу попадает. А в физическом мире квант света может быть ограничен по объему. И получается, что если мы берем квант как бы световосприятия, то здесь мы как раз таки видим бесконечную форму. То есть форму перехода от плоскостных систем, от души к человеку. Все очень элементарно получается. И тогда мы видим, что в этом событии нужно сделать, чтобы тело физическое было вечно. То есть это фактически достаточно мощное, в общем-то, духовно даже, можно сказать, душевное видение душой, ясновидение, которое позволяет человеку работать в системе автономной, то есть в рамках своих задач, не склоняясь там под какие-то внешние системы, там, не распознавая там дополнительно лишнюю информацию, а просто есть задача, и достаточно только вот эту конфигурацию проекции понимать в этот момент. В любой задаче есть же действие бесконечности. То есть мы пришли к следующей фактически аксиоме, что в любой задаче существует бесконечное действие. И когда мы эту структуру определяем, то проблем нет, человек спокойно, за счет даже своего собственного ресурса, может спокойно становиться там вечным, самоисцеляться, оздоравливаться, если он там здоров, значит, или там, если он постоянно здоров, значит, получается, проецировать на какие-то структуры там бесконечных событий, помогать и так далее. И здесь получается, что понятие там помощи, самопомощи, да, взаимопомощи, это есть уже обычная вот реальность, как бы она некая такая, даже не сказать, что она бытовая, просто такая, она и всеобщая, и частная, то, что вы конкретно все время делаете, участвуете во всех этих событиях, да. И вот этот некий гул, это вот свет этой реальности, если его распознать глубже, то верхний контур – это как раз-таки свет вашей души, который уже интегрирован, сочетаем и с вашим физическим телом, и с событием. И вот когда вы начинаете, воспринимая физическое тело, работая от него, то есть свое физическое тело, эту пленочку как бы стягивает в событие, да, то получается, что событие совершенно становится прозрачным. То есть совершенно понятна любая суть события. И дальше, это напоминает, например, там есть некий там старый поезд, который покрылся пылью, да, и эту пыль можно стереть, а дальше он оказывается, например, стеклянный, все внутри видно. И тогда понятно, что из себя представляет поезд, каждая деталь видна его, да. А если мы, например, захотим им управлять, то поезд должен же быть реальным, и мы должны знать, как им управлять. Само знание позволяет его увидеть на расстоянии, контролировать ситуацию на первичном уровне. А вот чтобы на нем там поехать или чтобы не было аварии, мы должны переместиться в прошлое, и чтобы он был не стеклянным, а настоящий. И тогда мы должны еще познать вообще всю структуру поезда, если хотим мы ехать на нем. Если мы хотим предупредить машиниста, значит мы должны иметь доступ, и так далее. Получается, что вот при определении информации, на уровне любого здравомыслящего действия, адекватного человек просто ищет выход из какой-то системы более оптимальной. Здесь получается, что самым оптимальным является просто-навсего то, что вы можете просто перейти в будущие события и, построив предшествующую часть, вот обратите внимание, отдаленные участки души, где свет, уже следующий за светом сознания, они постоянно строят структуру будущего. Таким образом, мы перешли к тому, что есть свет души, который за светом сознания. На свет сознания, собственно говоря, на некую сферу сознания, попадает в том числе и свет с вашей собственной души. Кроме того, что, конечно, попадает и структура всех внешних событий. Значит, умение определить этот свет – это есть знание о своих собственных событиях. А если вы начинаете, например, делать макродиагностику, и вам нужно посмотреть, где там в бесконечности развивается, например, ситуация, связанная вообще с любым элементом реальности, то получается, что здесь как раз-таки умение даже часто вывести импульс на себя, в промежутке там прикоснувшись какой-то отдаленной системы, где вы находитесь в своем, что ли, восприятии, где ваш элемент сознания, вы рассматриваете, что он именно ваш. Свет отраженно идет к вам, вы начинаете видеть, каким образом
вот именно норма ваших событий складывается. Здесь очень важный элемент в сегодняшней лекции, что когда вы в качестве семинарского управления делаете управление в данной технологии, то именно вырисовывается то, что вы можете определить свет нормы своих событий. Вот какой свет, с этой точки зрения, вот этот вот отраженный луч, он показывает именно норму, что, вообще говоря, очень имеет важное значение, это принципиально важное. Когда вы постоянно видите норму событий, зачем вам нужна какая-то другая спектральная система? В принципе, она не нужна, естественно. И вот это, некая полоса такая своеобразная, как некое поле такое бесконечное, да, или дорога сначала, потом поле, четко определяет, какие могут быть проблемы. Вот вообще, в принципе, часто в бесконечном уровне, видно, что, необходимо все равно решать какие-то проблемы с точки зрения бесконечного уровня. И они где-то, например, если возникают, их можно уже решать сейчас. То есть вот эта система позволяет управлять стратегическим будущим. Потому что, выйдя на структуру нормы, вы практически избавляете себя от необходимости совершать какое-то дополнительное управление, тратить время на анализ ситуации. Потому что вышли на норму и все, и держите ее. И в зависимости от того, сколько вы ее держите в управлении, столько информативных позиций возникает либо дальнейшая норма, либо кое-где возникает, может быть, позиция, которую нужно откорректировать. Тогда получается позиция коррекции – это элементарное и точное действие сразу. Вам сразу понятно, куда опять в эту норму вводить импульс уже просто обычного управления, например, от себя, да, от физического тела. И вы получаете нормирование. Возникает вопрос, что в некоторых случаях ситуация держится, да, такой, что надо ее продолжать нормировать. Тогда надо понять, естественно, сразу причины, почему она держится, в чем там корень ситуации. Люди все свободны, значит, где-то нужно по свободе воли дать более безопасную, что ли, картину. Может, она вообще не опасна, но более гармоничную картину развить. Как только вы это видите, в каждом случае на этом поле человек решает, в первую очередь, в общем-то, частные задачи. И вот поэтому очень пересечены здесь структуры макроспасения и частные задачи души. Потому что вот именно в этой системе действия получается, что частные задачи души, они определены таким образом, что они именно охватывают всеобщность действий, потому что это очень нужно душе вашей. А когда вашей душе это радикально в корневом смысле нужно, значит, получается, что это является всеобщим более быстрым действием. Вот. И учитывая, что в идеологии каждой душе нужно всегда, в исконном понимании правильном, это вечная жизнь, в том числе вечная жизнь физического тела, то получается вечная жизнь вообще всех – это достаточно быстро достижимое понятие, даже в социальном понимании. Вопрос только в том, что люди должны просто согласиться, что это им надо просто. Как только они, например, считают, что это нужно, моментально происходит сверхбыстрое действие, то есть душа людей объединяется именно в правильном уровне расположения этой реальности нормы. И получается, что здесь любое сочетание событий, это уже тогда заведомо должна быть норма при вечном развитии. И, следовательно, норму сейчас, которую мы видим, например, в текущее время, при условии реструктурных разных систем, деструктивных и так далее, вполне здесь можно видеть следующий момент, что это как раз-таки свет определенного отдаленного будущего, совершенно реального, где достигнуто уже вот это вечное развитие. То есть синхронизация с душой сейчас. Душа фактически это состояние отражает того мира, да? Откуда мы берем этот статус? Значит, такой мир существует и физически, по образу и подобию создается внешний мир, по подобию действию человека. У человека душа вечная, следовательно, получается, что элемент мира в будущем тоже будет вечным. Просто подобная система. Значит, мы берем и распознаем эту подобную систему и получаем фактически выход информации на себя в виде конкретных элементов уже реального в будущем вечного развития. Ну а смысл нам затягивать и долго распознавать эту систему? Мы просто можем ее сейчас распознать, как она функционирует, какие законы
связи с ней существуют, да, в плане просто как стека информации. Но вот как то, что я сказал, это человек должен убедиться, что система существует на уровне как бы логической фазы развития души. То есть душой, но логически размышляя, фактически душой тоже. Через структуру, ну, просто некого такого обычного аппарата общей логики. Ну, той логики, которой, значит, пользуются все люди фактически. И здесь есть такой вариант, раз логикой, так, ну, пользуются все люди там, логикой жизни, логикой рождения, да, и на самом деле бесконечного развития, то передать такие знания достаточно несложно. И вот получается, что вот этот уровень преддействия, то есть то, что существовало до действия, это как бы некие каналы передачи знаний, именно динамические системы, которые касаются не конкретного действия, а проходят к следующему как бы адресу. Да? То есть вот это вот пространство внешнее, где, ну, например, нет как бы такой конкретной информации по отношению к вашему действию, это есть передача информации. То есть до действия всегда существует действие между любыми двумя там какими-то системами. И тогда, если мы их познаем сразу, мы практически все пространство берем под контроль, где происходит действие, только за счет познания. То есть как открыть систему внешнего контролирующего пространства по управлению. Достаточно познать внешнее действие. Так устроена вот душа, которая действует на бесконечное развитие. Значит, именно в структурной, что ли, форме. А любая душа действует на бесконечное развитие, вот именно это ее часть, да? Если мы начинаем познавать взаимодействие этих элементов, там, бесконечного элемента, конечного, то видно, что система преобразования от бесконечного элемента к элементу любому выраженному, ну, то есть имеющему конечную форму, это и физическое тело человека. Следовательно, элемент лечения тела там, или оздоровления, просто создание ему, там, например, реальных систем вечной жизни, значит, это преобразование этого света таким образом, чтобы понимать, как свет из бесконечности проходит через тело человека и приходит к конечному, к текущему объекту, к любому. Например, там, возле человека, который находится, например, там, именно какой-то объект, который, ну, не является человеком, потому что свет от человека из бесконечности к другому человеку, там другая система передачи, она мгновенно как бы бесконечная, там даже нет часто системы импульсной, то есть попадая из бесконечной среды на человека, эта среда, а ведь управление идет душой, моментально передается другому, если это человек. То есть всем передается информация на уровне начала действия. А если это другой объект информации, то вот свет тогда уже следственно идет от человека. И если мы берем следственный свет и смотрим другого человека, начало действия, то понятно, почему, например, Бог создал какие-то предметы, да, именно так физически проявленными, как они есть, например, сейчас и как они развиваются. Тогда можно проследить состояние любой технической системы, потому что это очень жесткая система связи, она стоит в очень как бы жестком уровне первичного действия, и все время она направлена к норме, к макронорме. Поэтому если что-то происходит не то, то, как правило, особенно если какое-то макрособытие, это можно сразу определить, стоит только обратить вообще внимание на эту область. И в этой системе информации очень, очень мощным является то, что важным, даже так можно сказать, что здесь можно выявлять как бы те периферические системы, ну, отдаленные, что ли, от человека, которыми он, например, не занимается или ему некогда заниматься. То есть он видит некий наплыв информации, вот где надо помочь, он вкладывает какую-то систему в систему коллективного сознания, личную систему управления, и получает оттуда импульс, что он, например, как-то довел управление, не распознавая сигнала, да, и идет дальше. То есть внутренняя помощь, которая не дифференцируется. Вот душа во многом информацию реализовывает именно так, именно на бесконечном уровне, даже на уровне, ну, как бы несколько уже приближенном к телу от бесконечности. Вот если, например, рассмотреть, каким образом происходит приближение там, к физическому телу, то здесь видно, что есть, предположим, какая-то бесконечная среда, и вот отлипает, как бы, ну, в кавычках, некий участок света, то получается, что как только от бесконечной среды первый кусочек света перешел в сторону, там, например, вашего восприятия, то получается это сразу человек, а уже потом все системы реальности. То есть первичный физический уровень – это человек, если вот понаблюдать внимательно за этим процессом.
И, значит, взаимодействие бесконечной системы через, ну, как бы, человека, во-первых, происходит, и со всеми другими элементами связь идет именно через человека. Почему? Потому что человек все понимает. Вот здесь четко видно, что нет, например, человека, который там не понимает что-то. На том уровне он все понимает и действует в зависимости от там, обстоятельств, как-то либо выражая одно мнение, либо другое, но вот структуру макроспасения все люди видят. Они видят, что идет вот этот свет, он, в принципе, есть свет, организующий жизнь. Получается, что вы начинаете видеть, как им, людям тем помочь, которые, например, ну, отдалены или не знают там системы управления, например, там, не практикуют там в системе спасения и так далее. И получается, что ну, вот эту вот систему, если мы рассматриваем как систему ну, там, отдаленного, что ли, здесь распространения информации с точки зрения действия от вас, то видно, что, значит, например, если вот взять за исходную величину, там область информации, это мое учение, да, то тогда получается, что эту область можно рассмотреть как структуру всеобщего действия, потому что вот эти вот узловые, как бы отдаленные элементы перемещения света и переход там света в физические какие-то объекты, наоборот, это есть область, которая технологически там заложена в структуре учения. Но если мы, например, ну, смотрим, как можно познать, достаточно взять какие-то факты там, объективных данных, кто-то научился, получил конкретные результаты, и эти данные рассмотреть как систему уже следующего действия, то получается, что вот расширение во внешнее пространство, вот, структуры вашей души, значит, все равно происходит не далее, чем то место, скажем, в физической области, на которое вы первично обратили внимание. Но это место существует вот часто как бы возле. То есть, с одной стороны, оно бесконечно, чуть-чуть стоит только от границы отойти, а с другой стороны, это фактически ну, приграничная область. То есть, вы все время работаете на уровне там, конечных, бесконечных величин в структуре, например, именно действия света души. И вот когда мы отсюда начинаем уже вот эту освещенность, которая идет от души, там, располагать ну, в отношении людей, то есть уже конкретно увидев, что где-то человеку нужно добавить этого света, да, в его физическом теле, как бы взяв из бесконечно удаленной области этот свет, то видно, что это очень сильная система как одновременно оздоровления, там, улучшения событий у человека, так и передачи знания этому человеку. То есть действие управления приводит к тому, что человек учится, ну, как бы, заведомо без каких-то длительных уровней там, осваивания материала, просто потому что взяли и передали знания как бы, ну, механическим путем. Свечение взяли и перенесли. Поэтому существует еще один из факторов управления, значит, душой через светообласти, что есть возможность брать обычные светоуровни, которые как бы нейтральные, и переносить в структуру, которая определена как структура, ну, фактически, в общем-то, так, которая нормирует ситуацию у конкретного человека или там у группы людей и так далее. То есть речь о том, что мы работаем со светом как бы механически, но это уже свет событий и так далее. И вот здесь вот очень четко есть определение этой ситуации, что работа со светом событий должна происходить в контуре или в области, так скажем, восприятия души. И вот эта вот разница, которая позволяет видеть, что если вы сделали освещение душой, то есть светом души осветили события, да, засветили, так скажем, позитивную структуру развития, то видно, что действие Бога это есть действие из бесконечности сразу, во-первых, здесь. А дальше события, которые так освещены, они начинают нести свет фактически ну, дальнейший, в дальнейшие структуры развития, то есть вы начинаете видеть этот свет распространяемый уже следственными системами, там, любыми даже предметами и так далее. И как только вы свет, распространяемый от очень удаленного предмета, полученного от действия вашей души, начинаете выводить обратно к себе и видите уже душу в неразрывном понимании, соединении, все вы достигли управления неразрывного абсолютно, в любом уровне реальности. Как только это действие фиксируется, хотя это, казалось бы, тот же самый свет, но он уже бесконечный, он уже имеет бесконечное детализированное действие. Тогда, естественно, любое событие управляемо, то есть вы можете вполне получить там, норму здоровья, причем у любого человека. Вот, и поэтому вот
именно достижение этой системы, это есть еще и уровень восприятия как некий уровень гармонии. Вот это когда ощущение и гармонии, и реальная гармония, это, в общем-то, воспринимается. И действие совпадает, то вы получаете, вообще говоря, очень точное еще управление. То есть не просто управление, а управление точное, и за которым часто не надо наблюдать. То есть есть первичный сигнал, вы получили управление, идете дальше. А управление всегда проходит точно в бесконечном уровне реализации. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое.